Добрый день, друзья, я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале. И сегодняшнее видео 5 ошибок начинающего пилота. И попробуем вот эти ошибки, наверное, разобрать, рассказать, почему их некоторые делают, как их можно избежать, или может, как их невозможно избежать, но надо быть к ним готовыми. Так что давайте попробуем раскрыть эту тему. Наверное, самая первая ошибка, о которой я хотел бы сказать, это, наверное, для начинающего пилота, это не попробовать стать пилотом. Потому что очень многие, я знаю, что мальчишки, девчонки, они мечтали стать летчиками, мечтали путешествовать. И большое количество людей, в общем-то, даже те, которые уже имеют возможность попробовать, что это такое, они почему-то начинают сомневаться. Они начинают сомневаться, это, наверное, не для меня, наверное, я не пройду медкомиссию, наверное, мой возраст уже не тот. Соскучился по бойку? Да! Вот один борт пригнали с Канады, этот стоит, еще второй летит. Я, тебе напишу уже это самое, ты уже будешь снимать там свой полет. Все, я готов, Да, на 737. Причем даже не важно на самом деле, что получить лицензию пилота. Это очень важно, кто хочет двигаться дальше. Но попробовать поучиться на самолете, может быть, просто попробовать полетать где-то с инструктором, чтобы понять, что это такое и что такое, скажем так, откровенно говоря, жить в трехмерном пространстве, то есть именно когда вы вот ощутите вот это чувство свободы перемещения в пространстве, когда вы летите, наверное, это все-таки то, что ежедневно ощущают птицы. И я считаю, что это, наверное, самая большая ошибка, которую можно совершить. В жизни нужно, если вы о чем-то мечтаете, все-таки пытаться эту мечту осуществить. И я это поставлю на первое место. Одна из такой достаточно частой ошибки, то есть почему-то думают, не очень внимательно относятся к обучению теории. На самом деле это очень-очень важный момент, и это очень интересный момент. Потому что по факту, да, изначально кажется, что вот быстрее бы я начал бы летать с инструктором, и это я уже там буду учиться, он мне будет рассказывать. И с одной стороны это соответствует правде, но когда вы придете уже к полетам с инструктором, чем глубже вы будете понимать теорию полета самолета, конструкции самолета, силы, которые воздействуют, и почему самолет в принципе летает. То есть да, с одной стороны я могу сказать, что это чудо, но это чудо, объяснимое с точки зрения математики и физики. Это значительно легче поможет вам понять и обучиться, как правильно и как безопасно управлять самолетом. И, между прочим, я еще скажу, что изучение теории, помимо того, что на самом деле это действительно интересно, то есть это несколько наук, которые объединены вместе, то есть вы будете изучать, опять же, повторюсь, теорию полета, конструкцию самолета, принцип работы авиационного двигателя и каких-то агрегатов. Вы будете изучать навигацию и будете изучать погоду. Это интересное, в принципе, с моей точки зрения, это интересные знания. Это сэкономит вам еще и деньги, потому что чем лучше вы поймете теорию, тем быстрее вы будете усваивать ту информацию, которую вас будет доучивать инструктор, в том числе и во время учебных полетов. И, соответственно, вы сможете тогда уложиться в отведенные 45 часов, которые необходимы для получения лицензии частного пилота, а не налетывать больше, потому что вы будете в воздухе тратить время, потому что инструктор, он обязан вас научить, и он обязан убедиться в том, что вы делаете это правильно, и самое главное, вы понимаете, почему это нужно делать именно так. Поэтому, наверное, теория – это вот ошибка, которая к ней относится достаточно это не важно, главное быстрее сесть в самолет. Это не совсем сухая теория, к которой мы привыкли, потому что сейчас достаточно много учебников, достаточно много видеокурсов обучения именно лицензии частного пилота, то есть есть интересные материалы. И в том числе для экономии времени это возможно во многих случаях проходить онлайн. То есть вы можете сами подготавливаться это дома, спокойно, в свободное время, в том числе просматривая видеокурсы, проходя дома разбирая какие-то задачи. Наверное, все-таки, может быть, в чем-то, что вы не поняли, вы можете обратиться к своему инструктору, чтобы он вам более немножко разжевал эту тему. Но это можно делать спокойно и онлайн.
есть такие тоже ключевые ошибки. К примеру, есть курсанты, которые достаточно быстро подхватывают и моторику полета, и понимание полета, и у них это быстро получается. И в том числе они часто делают такую ошибку, что у них очень хорошо получается, очень хорошо идет, и буквально там, как только они почувствовали какой-то полет, они говорят, все, мы умеем все, и это на самом деле одна из самых-самых опасных ошибок. То есть тогда, когда у вас только начинается, скажем так, прорезаться перья, а вы думаете, что у вас уже огромные крылья за спиной, которые вам мешают ходить, и вам все нужно летать. То есть, наверное, такая ключевая ошибка, на которую нужно влиять, это какой-то момент, когда очень сильно получается, люди должны трезво оценивать, что, в общем-то, все равно пилот учится всю жизнь. И это не в том плане, что это, скажем так, это вас останавливает. Удовольствие, то, что я вам скажу, удовольствие вы начинаете получать с первой минуты полета. Когда вы только сели зеленым новичком в кабину, это уже удовольствие. Вы уже часть неба, вы уже, скажем так, вы на самом деле пилот. И весь этот процесс обучения, его тоже нужно воспринимать как удовольствие, и как вы его реально воспримете как удовольствие. И даже если человек, который прошел обучение, получил пилотское, и потом хочет, скажем так, не хочет дальше развивать свою там карьеру или навыки, или хобби пилота, все равно он получил вот это удовольствие. Это же на самом деле, когда мы едем, давайте так, мы едем в отпуск, мы провели где-то 2 недели на берегу океана, и все, какая с этого польза? Мы привезли впечатления, мы привезли эмоции, и мы прожили этот кусок жизни. Возможно, для многих это тоже будет достаточно, получить пилотское, иметь эту возможность, и потом когда-нибудь потихонечку где-то подлетывать и делать. А другая в этом стиле ошибка, она как раз противоположная. Вы сможете, что вы ходите вместе с какой-то группу в летной школе и видите, что у некоторых студентов там получается лучше, а у вас немножко это не получается. И, как правило, допустим, человек, есть стандартная программа 45-часовая, которая была усредненно приготовлена для среднего статистического студента. И это как бы нормально. Если у вас не получается и вам придется отлетать для того, чтобы выполнить все нормативы 60-70 часов, может 90 часов, к сожалению, воспринимайте это тоже нормально. То есть как бы восприятие у людей, оно абсолютно разное. И сразу же опускать руки, что вот у кого-то это лучше, у кого-то хуже, нет. Обучение, особенно когда мы говорим о приватном пилоте, который делает, воспринимайте это уже как часть вашей летной карьеры, которую вы делаете, и часть вашей летной жизни. И на самом деле это может быть, это интересный кусок летной жизни. На самом деле у меня есть такой даже как бы для себя, я называю это синдром 40-50-летнего успешного мужчины. То есть это успешный человек, который добился уже чего-то в жизни, он заработал денег, он там прекрасно водит автомобиль, он водит мотоцикл или яхту, у него все хорошо, он, грубо говоря, может, назовем так, порешать какие-то вопросы, и тут он приходит в авиацию, и у него что-то начинает не получаться. И вот это как бы такая проблемная ситуация, которую надо сразу же убедиться, что, послушайте, вы просто студент. И это не то, что вы. И у вас действительно что-то может не получаться, но вам нужно банально пройти вот эту ситуацию. Немножко, назовем так, наверное, это относится к обучению авиации. Вот такая фраза, чуть-чуть приземлиться. Вот так чуть приземлиться и к этому обойтись. Потому что, смотрите, у всех, у 100% людей не получается. У кого-то начинает получаться буквально там чуть-чуть, через какой-то маленький кусочек времени, у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше. Но специфика такая, что вот из моего, опять же, опыта, у такого типа студентов их начинает это сердить. Их начинает это сердить, потому что мы как бы достаточно самоуверенные люди, и если что-то не получается, они начинают часто искать какие-то причины, почему, или я не такой-то, или инструктор не такой-то, или вот что-то не мое. Я думаю, немножко нужно к этому вопросу подойти там релакс, то есть немножко расслабленно, но спокойно и четко понимать, что очень индивидуально. Есть люди, у которых сразу же получилось очень хорошо, но потом у них есть какие-то, скажем, им приходится доучиваться в конце, потому что они вначале просто, скажем так, с точки зрения
не знаю, там, физикомоторики у них хорошо это получилось. Есть люди, которые наоборот, они потихонечку приходят, у них не получается, но они тоже усваивают потом материал, может быть, к этому более системно подходит и тоже летает. Поэтому, наверное, вот такая ключевая ошибка, ребята, вот, ну, скажем, я не знаю, существует ли такой диагноз, но с синдромом успешного мужчины или там, ну, я, честно, не встречал такой среди девушек, поэтому немножко так вот в эту сторону говорю. Наверное, стоит как бы понимать, просто прийти курсантом на аэродром, а не топ-менеджером или каким-то там шоуменом, или не знаю, или сразу же, раз вы супер должность, то вы только можете быть суперпилотом. Начните просто с пилота. Суперпилотом вы станете чуть позже. Кто лучше летает, парни или девушки? Если честно, скажу так, что девушки летают аккуратнее. То есть я практически... Нутелла, иди сюда, блин. Я практически у девушек не встречал вот этой ситуации, которая бывает у парней, да, давай я тебе что-то покажу, да, а потом наоборот, ну, все это неправильно, смотри как надо. То есть, в общем-то, из моего личного опыта полетов с женщинами, вот как это написано в инструкции, они это сделают всегда идеально. Стоимости самолетов, они очень отличаются, и можно найти достаточно недорогие самолеты, которые буквально там, ну, к сожалению, все равно это будут там десятки тысяч долларов, но можно взять небольшой самолет, недорогой, можно взять самолет складчину. И, в общем-то, это мой момент, я считаю, что это, ну, такой очень заслуживающий внимания, потому что для начинающих пилотов, и чтобы это были какие-то небольшие изначальные финансовые вложения, в общем-то, если вы пришли на эти летные курсы с друзьями, или, может быть, вы как-то там познакомились, то есть войти в какую-то группу владельцев самолетов, я считаю, что это очень, очень такой позитивный момент. И говорить, что, не-не-не, вот ошибка понимать, что он должен быть только абсолютно индивидуальным, это приятно. Это, конечно, приятно с точки зрения, когда у вас собственный самолет, и вы им владеете. Но, повторюсь, можно взять что-то для начала недорогое и несложное. Можно войти в какой-то самолет, который уже с несколькими ребятами вы будете владеть. И, соответственно, вы изначально вошли в него дешевле его стоимости. Вы фиксированные затраты на владение самолета, вы тоже его делите, такие как там парковка, страховка, годовое обслуживание, вы это делите уже на всех, и вы там зашли на 1/5. Значит, вы будете платить только 20% там затрат и, соответственно, 20% стоимости самолета. Самолет достаточно владеть на несколько человек, потому что это не средство там, ну, для многих. Для многих это не средство ежедневного пользования, как автомобиль, потому что вы на нем каждый день ездите на работу. Вы получили пилотское, и вы сразу же покупаете какой-то там high performance, то есть самолет с какими-то там, не знаю, с сумасшедшими возможностями совсем. Я считаю, что тут очень такой двоякий вопрос, как к нему подойти, потому что можно ли покупать, скажем там, уже более сложный самолет для новичков? Наверное, и да, и нет. То есть, да, потому что если вы четко осознаете, что вы продолжите, купив самолет уже более сложный, с которым вы хотите летать вместе с семьей, вы не хотите тратить время, пока вы вырастете там до большого уровня, вы хотите его эксплуатировать. В этом случае есть вариант все-таки нанять safety пилота, то есть пилот, который будет летать с вами. Это тот же инструктор, который вы летаете сами, но в более сложных ситуациях, он вам помогает, он вас обучает, вы еще дальше проходите процесс обучения. И это момент. И, наверное, ошибка брать какие-то очень сложные самолеты и не пользоваться услугами пилотов, ну, safety пилотов. Это на самом деле такая ключевая ошибка, потому что с точки зрения вот этого самоуверенности, что я получил пилотский, я сейчас сразу же посажу свою семью, жену, детей. Естественно, вы садитесь в самолет, вам хочется стать, там, не знаю, мачо, который показывает для своей девушки, как он может летать. И это все равно оказывает какое-то там психологическое давление. Легче ли будет летать на самолете с хорошей авионикой и глазкокпитом, чем на самолете с будильниками? Наверное, сейчас скажу да. Я обучался на классической вот этой Legacy панель, то есть когда все круглые приборы индивидуально. Я скажу так, что это точно было сейчас сложнее. Почему? Потому что основное отличие между глазкокпитом и этим, это то, что все-таки глазкокпиты объединяют эту всю информацию в один узел. Самолеты с глазкокпитами, они немножко удобнее, потому что интерфейс более современный, и оно сводит многу информацию как бы в один
в один узел, то есть она уже проанализирована, то есть она уже в готовом виде, она проанализированная, а не то, что вам надо посмотреть все приборы и потом где-то в голове это свести. Одной из, скажем, ключевых ошибок начинающего пилота, я скажу так, это отсутствие страха. Это, наверное, самая большая ошибка, которую делают пилоты. И, в общем-то, на самом деле, повторюсь, что наоборот, присутствие какого-то страха и уважения к самой, к самой идее полета, к технике, вообще к самому, повторюсь, полету, это, наоборот, даже я считаю, что позитивно. Потому что фразу, которую когда-то сказал мой отец мне, что хороший пилот – это трусливый пилот, я абсолютно с ним согласен. И более того, я ее очень часто повторяю всем своим знакомым, курсантам, кем я могу сказать, что это очень важно. А более того, если возвращаться к статистике, смотрите, наибольшее, порядка 60% произошедших аварий, происшествий, катастроф по вине пилотов, они именно происходят в так называемое, называется killing zone, это от 50, я бы даже сказал так, от 100 до 300 часов, вот в этой вилке. И другой пример, если сказать по статистике, наибольшее количество аварий с самолетами на земле происходит с пилотами, у которых в среднем больше 2500 часов. Это просто статистические данные. И причина в том, что люди настолько становятся на земле уверенные, что они много летают, они много рулят, что во время руления на аэродроме они начинают заниматься другими делами. Они там начинают читать чек-листы, или проверять, настраивать радиостанции, или там отвлекаться на какие-то вещи. И из-за этого происходят неприятные ситуации с самолетами на земле. Очень большая ошибка, что люди в ситуациях, когда что-то получается, идет сложно, пытаются это дожать, это как бы продавить, это сделать. Это, кстати, очень свойственно военным летчикам. Я вам скажу так, с опытными военными летчиками, это я даже сталкивался, потому что философия гражданского пилота, то есть максимально комфортно, безопасно, где-то с каким-то, назовем так, максимальным кайфом выполнить полет и это осуществить эту задачу. Получилось. Если не получилось прилететь в этот аэродром, потому что там плохая погода или что-то, уйти на другой аэродром, то есть таком. А у военных пилотов очень часто существует такое, потому что они были воспитаны под выполнение задачи. В том числе и проявляется и у людей, не военных пилотов, что я все-таки дожму, потому что задачу нужно выполнить любой ценой. Не нужно выполнять задачу любой ценой, если это не боевая задача. В основе делайте так, чтобы каждый полет приносил вам удовольствие. И удовольствие приносил не от того, что вы, слава Богу, что я на земле, а именно приносили от самого процесса полета, сам кайф этого перемещения в пространстве, наблюдения, ощущение, что вы летите. Попробуйте стать начинающим пилотом. Полеты, наверное, это все-таки про кайф. Все свои полеты, я старался из них получить удовольствие. И поэтому я, наверное, искренне рассказываю о своих чувствах и призываю людей летать, потому что это особый мир, который, где-то приносит мне счастье. Человек может ходить, человек может плавать, человек может ползать, он может даже зарываться под землю, но ему Богом не дано возможности летать. И вопрос... То, что мы осваиваем какую-то новую стихию и можем получить это ощущение, пробуйте. На самом деле это то, что я могу сказать. Так что я, Владимир Васильев, прощаюсь с вами. Увидимся в следующих сериях.